В сегодняшнем видео хочу сделать еще один обзор яблок. И хотя предыдущее видео по сортам яблок неизвестным набрало очень мало просмотров, но вот, так скажем, для истории, ну, возможно, кому-то будет интересно. В общем, покажу вот с этой стороны эти сорта 1, 2, 3, 4. Я делал уже обзор неизвестных сортов. И смотрите, вот яблоки продолжают портиться. Вот эти, как видите, вот по это время лежат и как с рынка хорошие. Вот эти тоже срок их уже, так скажем, проходит. Ну и вот этот сорт тоже еще пока что держится. Практически вот без изъянов. Так, дальше. Вот это сорт Топаз. Смотрите, какие яблочки. Никаких тебе повреждений нет. Твердые до этого времени. Дальше. Вот это сорт Golden. Но что-то меня смущает по этому Golden. Как бы форма похожа, но вкус как-то отличается. Попробуем еще раз их продегустировать. В общем, уже эти яблоки мягкие. Я думаю, что этот сорт все-таки из Голденов, но это какой-то, возможно, резистент или еще какой-то другой клон. Дальше Red Chief. Лежат яблочки без каких-либо изъянов, но тоже, хоть яблоко такое твердое, но уже срок его зрелости, так скажем, проходит. В общем, яблоко перезревает. Дальше это у нас что-то из Джона Голдов. Вот это Эрликвины. Смотрите, вот какие яблочки красивые. Так, Семеренко дегустировать сегодня не будем. Они еще зеленые. И тоже, смотрите, вот лежат, и в принципе никаких изъянов нет. Вот только та парша, которая была на них, так и осталась. Но яблоко от этого не портится. Дальше вот здесь это сорт Джонатан без обработок. В общем, яблоки портятся. Все яблоки в точку. Поэтому все-таки хотя бы раз за сезон яблоню надо обрабатывать. И здесь практически все яблочки из жучком. Ну, я для эксперимента возьму, разрежу и покажу сейчас при дегустации. Ну, а здесь крайний ящик, это уже те, которые вот больше нагнивают. Я их сюда пока что ложу. Посмотреть, как они портятся, сколько времени уходит на то, чтобы яблоко вот спортилось совсем. Ну, а сейчас проведем дегустацию. Так, еще покажу, что температура в моем подвале где-то сейчас около 12 градусов. И влажность что-то в пределах 70%. Это высокая температура и малая влажность. Это очень плохо, поэтому яблоки очень быстро созревают. Сейчас проведу небольшую дегустацию этих сортов. Топаз, Golden. Это у нас что-то из сортов Джона Голдов. Это Джона Голд Early Queen, Red Chief и сорт Джонатан. В общем, давайте начнем по порядку. Сорт Топаз имеет вот такую плоскую форму. Яблоко на этот момент твердое, хотя в подвале в моем тепло. В общем, красивое яблочко и никаких изъянов практически на нем не вижу. Красивая мякоть, яблоко очень сочное, вот аж просто блестит. Ну и попробуем. Вот внутри, видно, начинает портиться. Все-таки вот таким способом это яблоко портится при неправильном хранении. Яблоко полностью сладкое. Ну, кажется, есть такая небольшая кислинка, но она незаметная. Кожица очень такая тонкая, съедается полностью. И яблоко такое, по-простому так скажем, тает во рту. В общем, яблочко, я очень доволен этим сортом. Мне этот сорт очень понравился. Здесь у меня лежит два яблоки Golden Delicious. Вот это из моего сада. А вот это то, что я покупал на рынке. Скажу так, что вот это точно Golden Delicious по вкусу. Здесь
вероятность 100%. Ну, а вот это сейчас мы попробуем. Да, кстати, первое яблоко я не взвесил. Сейчас попробуем. Так, это всего лишь 130 грамм. Ну и это то же самое практически. Так, здесь у нас, конечно, я уже скушал некоторую часть. Здесь у нас яблочко около 200 грамм. Так, попробуем вот это. Тоже здесь вот появилась эта подкожная пятнистость. Вот такое яблоко. Оно как бы твердое еще. Режется туго. Но само яблоко на ощупь уже мягкое. То есть оно как бы вот в этом тепле, оно созрело. Но полной своей зрелости оно еще не набрало. Потому что оно такое, как резиновое, что ли. Но яблоко вкусное, имеет какой-то свой дополнительный аромат. Мякоть немножко желтоватая. Жуется оно как-то, знаете, даже не знаю, как передать вот этот момент употребления. Ну, как, наверное, мясо, которое не доварили, что ли. Такое жестковатое. Видно, что ему надо было бы в нормальных условиях еще поспевать. Но вот из-за высокой температуры и малой влажности оно сделалось раньше времени мягким и как бы еще не поспело. Но вкус ничего. Так, следующий сорт. Здесь тоже яблочко уже такое не совсем мягкое, но ощущается, что оно начинает уже размягчать. Здесь какое-то интересное такое место. Красное. Непонятно, что это и почему так. Обычно такие яблоки мягкие становятся где-то уже после Нового года в обычном подвале. А у меня вот так происходит. Вот это яблоко полностью готово, полностью поспело. Это сорт Джона Голд или что-то из этих сортов. Интересный вкус, сладкое, кислоты практически не ощущается. Очень люблю сладкие яблоки. Кожица, как видите, такая пленчатая. Она как бы даже вот отделяется такими пластами. Но яблочко вкусное. Так, еще одно. Это уже у нас Джона Голд Early Queen. Здесь твердое яблоко по сравнению с вот этими сортами. Даже режется, чувствуется. Так, внутри есть какая-то подпорченность. Видать, вот сюда залезла плодожорка и сделала вот такое. Режется очень так приятно. Вот это яблоко самое сладкое. И вообще самое вкусное. Практически из вот этих всех сортов. Вот это яблоко самое вкусное. Даже еще попробую. Конечно, после дегустации я эти яблоки сам все не съем. Но как бы попробуем. С семьей поделимся. Свое мнение пускай каждый скажет. Да, хороший вкус. Правда, я тоже его не взвесил. Но оно тоже будет грамм 130-150, не больше. Так, дальше попробуем Red Chief. Это я самое большое выбрал. Но из всех оно здесь самое маленькое. 129 грамм с половиной. В общем, скажу так, что я уже эти яблочки пробовал. Red Chief. Здесь такой насыщенный сладкий вкус. А вот в этом такой просто приятный мягкий кремовый вкус. Не сильно сладкий. Наверное, будет, ну, по соку тоже, как и предыдущие все сорта приблизительно. Но я думаю тоже, что этот сорт перезрел. Хотя яблоко очень вкусное. Но чувствуется, что уже оно такое, как рыхлое, как картошка перезревшая. Так, ну еще попробуем вот этот сорт Джонатан. Это у мамы тещи растет. В общем, яблоня не обрабатывалась. И поэтому яблоко вот такое получилось в пятнышках. Так, здесь тоже плодожорка поработала. В общем, яблоко тоже сочное. Ну вот, 132 грамма. В принципе, здесь нечего взвешивать. Все яблочки такие, так скажем, ниже среднего.
но все равно для общего понимания взвесим и посмотрим. Так, ну что, будем пробовать. Вот это яблочко чувствуется, оно такое хрустящее, еще режется. Сока, ну тоже довольно-таки немало. Вот в этом яблочке все-таки присутствует немножко кислота. Но помню, прошлые годы мы это яблоко хранили. Когда оно хорошо поспевало при нормальных температурах, оно становилось очень сладким. Кислота полностью с его уходила. Но сейчас еще, видимо, желательно, чтобы оно полежало. Но, исходя из вот этого, думаю, что полежит оно уже недолго. Так, можно подвести небольшой итог. Все эти сорта яблок довольно-таки хорошего вкуса. И, в принципе, я не жалею, что они растут у меня в саду. Только вот непонятно с вот этим сортом. Что же это такое? Возможно, это Golden Resistant. Потому что все-таки вкус от обычного Golden Delicious отличается. Так что на сегодня у меня все. Кому видео было интересно, пальчик вверх. Пишите свои комментарии по этому поводу. Есть ли у вас в саду эти сорта и что вы думаете о них.